Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак на канале Таро Испирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте с вами узнаем, какие перемены идут на ваш порог, какие события скоро произойдут. И, возможно, о чем вы даже не догадываетесь, а вот это совсем скоро войдет в вашу жизнь. И июнь у нас словно месяц перезагрузки между прошлым и будущим. А ретро-Плутон до конца лета помогает нам решить очень важный вопрос. Самый главный, наверное, что мы возьмем с собой в будущее. И даже та тема, которая вот достигает кульминации, может быть, на начало лета. Нам где-то даже планетарно, вот астрологически дают советы, а ты не торопись. Ты так поступательно, последовательно в течение лета как раз с чем-то будешь определяться. Одно дело это то, чего мы хотим, но все-таки летом могут произойти те события, которых мы даже и не подозреваем. Это внешняя именно какая-то, ну-ка назовем это как оболочка или обстоятельства, и это нам приходится учитывать. Ну вот как раз о событиях карты старинного цыганского пасьянса нам и расскажут, и покажут. Итак, что спешит в вашу жизнь, что рядом с вами уже совсем близко. Первый ряд я не вижу пока совпадений, поэтому идем дальше. Ну вот, наверное, где-то в начале, потому что это у нас получается как третий, да, такой вот дуплет, сочетание. Молниеносное известие, молния, сообщение. Это может быть как и в средствах массовой информации, или, ух ты, как у вас сказочно тут получается, мои дорогие. Пусть всегда так будет, хочется сказать. Я вот верю, кстати, вот этот пасьянс, он у меня много десятилетий, почти 40 лет, представляете? И часы – это добрые перемены, а солнышко, вот когда совпадает одновременно, да, и вот это близко, то есть один квадрат, как будто молниеносное известие в вашу жизнь приносит какую-то перезагрузку. Конечно, это ясность солнца, потому что, но это еще и выбор правильного направления, поэтому от выбора как будто вы не уйдете, что-то вам придется, возможно, переигрывать, переиначивать. Вполне вероятно, смотрите, вот нож обозначает ссора. И если мы все же говорим о ретро-Плутоне, это раньше. Мы думали, представляли так, а тут теперь получается, нет, не так, а вот это как будто что-то как с чистого листа. И, может быть, даже придется проводить некоторые аналогии с тем, что было прежде. И, возможно, это были персоны, с которыми вы прежде не договорились. Все-таки я такое допускаю. Смотрим, что еще. Когда выпадает закрытый путь, конечно, это может свидетельствовать о том, что куда-то собирались ехать, не поехали. Или смещаются сроки, да? Может быть, это вы что-то до ума доводите. Или вот так обстоятельства опять же складываются, что а уже не нужно, уже не интересно. Уже этот вопрос решился, закрылся. И вот именно о закрытии какой-то темы, решении окончательном, да, эта карта может быть тоже как свидетельство, точнее значение. Ну, конечно, мы рассматриваем значения, все выпавшие значения с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Карта одно, а жизнь, согласитесь, это несколько иное, но у вас тут может быть что-то очень важное. И может быть закрытый путь, это правда. Смотрите, выпадает у вас конверт, причем с сургучной печатью. В цифровую эпоху это может быть все что угодно, это может быть и PDF-документ, электронный какой-то, да, мы говорим. Но тут больше вот именно как подписание. Или это какая-то важная бумага, которая вам, ну, совершенно необходима. Может быть, это в каких-то инстанциях вам нужно получить. Но кто знает, может быть, это и касается и личной жизни. Все же я такое тоже могу допустить. Но самое главное, что-то согласовывать, подписывать, а возможно и подсчитывать. Плюс-минус от чего-то вы можете отказаться, а на что-то придется согласиться. Но в конечном итоге это какая-то новая конфигурация, как и с ясностью, так и с открытыми путями, дорожками. Потому что все-таки Солнце говорит о том, что вот то, что у вас происходит в лето, до конца лета, это будет означать еще на полгода какой-то последующий путь, когда вот тем рядом вопросов, которыми вы занимаетесь летом,
Ну, вы, скорее всего, либо что-то продолжите, либо в какой-то новой конфигурации это будет звучать в течение, ну, как до конца года. Потому что у нас не только ретро-Плутон, а у нас еще и так складывается, что ретро-Сатурн вступит туда уже ближе к осени, вступит именно в свои права, как меняет, да, тоже конфигурацию. И ретро-Сатурн, это всегда, а по Сатурну это те вопросы, как мы говорим, как по судьбе. Ну и Сатурн это порядок, это опять же документы, это какие-то согласования, опять же инстанции, когда мы что-то прописываем на бумаге тоже. Может быть, это и по работе, может быть, и личная жизнь, возможно, это и дом, да, вот перемещения какие-то. Вот то, что вы задумали, то есть это имеет смысл на более далекий период. Но вот разбираться в какой-то теме явно вы будете, я такое могу предположить, до конца года. Итак, давайте будем узнавать поподробнее. Колода Ленорман и колода Таро, Чиро Маркетти у нас сегодня. Первый вопрос. До конца лета что нового придет в вашу жизнь? Важное событие, чем вам запомнится именно лето 2026, что вы не сможете игнорировать, что вас или кто не оставит равнодушным. Может и вопрос какой-то, а может и человек. И что же прояснится в конце концов? В какой сфере жизни? Что изменится в вашей жизни? Или что произойдет внезапно, так вот стремительно? И что же изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Достанем карту совет, ну и одновременно спросим, а к чему же приготовиться, что последует дальше. Итак, нового элемент, с чем это связано, с кем, что же там до конца лета, да, придет в вашу жизнь. Вообще шикарно. Вот эта карта стабильности. Ну вот, видимо, стабильность сама по себе, ну тут и вопросы буквально, может быть, жилья, да, и взаимоотношения, мои дорогие, король червей. Это кто-то из близких, может быть, далеких родственников, я такое тоже допускаю, ну или любимый человек. Вообще это стабилизация как по всем фронтам. Или, может быть, разные сферы жизни, не случайно солнышко, не случайно перемены положу сюда, потому что вы что-то упорядочивать будете. Безопасность и стабильность. Вот что нового. Но то, что хорошо, забытое старое в новом амплуа или в новых каких-то решениях или с учетом новых обстоятельств. Что это? Выбор у вас еще. Причем такой рациональный выбор. Как будто половину дорожки мы прошли, а вот дальше нам нужно выбирать. Как будто дороги дальше прямо нет. Тут два пути. И вторит карта, посмотрите, нумерология, 4, это всегда якорь, стабильность. И вот такой же якорь в выборе. Однозначно какой-то выбор вам нового. Если мы спросили, может быть, это даже на какой-то период предыдущий. Ну, это не совсем новое. Хотя с элементами, да, мы говорим, новизны. Или обстоятельства какие-то. Но это та проблема, вопрос, который нужно решать. Именно как-то не так, как мы это думали прежде. Точно, потому что раньше как будто не было возможности, аркан тучи. Хотя тут предусмотрено, смотрите, 4, 4, если это якорь, то 6 это всегда победа. И то, что прежде было словно тучи, туча это не постоянно. Это есть туча и улетела эта туча, ее нет. И взамен ее как будто выглядывает солнце. А у вас солнце уже и выпало. Важное событие. Ого! Вот это да. 3 солнца, по сути дела, так. Солнце – это всегда ясность. Хоть в колоде Таро, хоть Ленорман. Это, конечно, ваше желание. Опять же, это период 6-8 месяцев. Вместе с этим это новая конфигурация, опять же, качества жизни. Прояснение сразу в нескольких позициях, как и личная жизнь, но чаще всего, конечно, это карта о самореализации или о тех возможностях, которые приходят в вашу жизнь благодаря, может быть, добрым переменам. Давайте я достану еще одну карту. Важное событие в течение лета. Что же или кто же вас не оставит равнодушным? Опять вообще, честно говоря, характеристика карты, архетип королевы Пентаклей, та, которая среди какой-то разрозненности, среди путаницы, она обустраивает свой порядок.
свое благополучие. Это та, которая умеет отстроить благополучие с нуля. Может быть, даже, я допускаю, у кого-то сейчас сложная ситуация и по деньгам, и по личной жизни. Тут, может быть, все вообще смешалось в одну кучу. И обстоятельства, и люди, и какие-то бумаги, финансы. Но вот вы разберетесь в этом ворохе или буквально в этом хаосе. Потому что сама по себе карта говорит о том, что да, конечно, это та, которая надеется сама на себя. Но вот то, что она задумала, как сказка, она никому об этом не говорит. Это просто и в ее мыслях. И она очень планомерна и настойчива, терпелива. И это все те качества, которые в вас прекрасно присутствуют. Она обустраивает свое счастье своими руками. А рядом солнце. Мне тут даже нечего добавить. Пусть некоторые вопросы вам тут придется что-то передумать. Или, может быть, и выбор для кого-то сложный. Но, может быть, и связано, кстати, с человеком. Человеком тогда будет по этой карте тот человек, который вам откликается. Тот человек, который в отношении вас, к примеру, ведь очень часто эта карта свидетельствует о людях, которые наши близкие. Пусть это даже для кого-то через отношения, я имею в виду любовную сферу, да, когда были, один тип взаимоотношений, а тут вы всерьез задумаетесь о том, чтобы проживать вместе, каким образом это оформить, может быть так, или оформить ли наши отношения вообще, а для людей семейных тут что-то вы совместно, или для тех, кто в паре, тут тоже какая-то идет новая конфигурация, причем, знаете, это не рутина. С учетом аркана Солнца, это на 6-8 месяцев, это, как знаете, новая тональность вашей динамики жизни. Это вам что-то будет нравиться. И как и восхищать, так и где-то, может быть, и вдохновлять, и улучшать ваше благополучие одновременно. Волшебное соединение. Что уже прояснится у вас до конца лета? Какая сфера? Вот я ведь до вас сделала уже не один расклад до вашего знака зодиака. Многим выпадает. Наверное, правда. Ретро-Плутон возвращает нам какую-то конфигурацию, хорошо знакомую. Может быть, у кого-то это связано с работой, у кого-то с взаимоотношениями. Вообще этот аркан называется лилиями. Ну, здесь калы прорисованы, но смысл-то, в общем-то, тот же. По лилиям это, в общем, такие холодные энергии. Здесь не на импульс, здесь не на эмоцию нам говорят, а какой-то такое, знаете, здравое решение, на мудрое решение. Именно по той ситуации, тут как будто задвоенность идет. Чиро Маркетти изобразил живые цветы, но на фоне точно такого же витража. Как будто то, что было вот в виде витража, какое-то прошлое, оно должно сейчас быть трансформировано в новую реальность. И мы с вами спросили, что прояснится в вашей жизни. Вот мы только об этом и говорим, что какая-то прежняя история, прежние события, может быть, это связано с выбором, но в конечном итоге, потому что вот этот якорь, вот эта стабильность, безопасность, а самое главное, и перемены, пусть у нас это было в картах пасьянса, но все-таки аркан Солнца говорит о том, что это какая-то более продолжительная дистанция. Поэтому холодные мысли, может быть, они совершенно необходимы. Даже если какая-то история была запутана, то, видимо, именно теперь, в течение лета, самое время ее прояснить. Нет, давайте на колоде Таро. Все-таки мне интересно, какая же сфера, потому что тут может быть все что угодно. И работа, и финансы, и вопросы любви тоже. Четко не говорят. 7 кубков. И причем наполненность совершенно разная. Тут и желание страстное, кстати. Тут буквально огнедышащий дракон, тут и масса информации, птицы, тут и любовь, потому что розы. Здесь где-то и власть, здесь где-то и согласование, здесь и буквально материальные блага, и ваши мысли, мои дорогие. Очень много каких-то соединений, когда и желания, и чувства, и мечты. Но, видимо, быть реалистом. Но вы как раз и реалисты. Но, может быть, на какой-то период жизни, вот сама по себе жизнь стала на паузу. Но выбор, опять же, да. И нельзя замечтаться, поэтому вот это да. Ох, как редко так бывает. Правда, редко.
Поэтому нам про сферу жизни и не говорят. Ведь по 7 кубков, вот я как сказала, что с одной стороны кубки вроде эмоций, но эмоции, они тут могут быть в разных направлениях. У кого-то карьера, у кого-то финансов, денег хочу больше, а у кого-то в сторону любви и взаимоотношений. Опять же, я уже говорила по аркану Солнца. Сегодня, наверное, в нашем раскладе только про Солнце для вас и говорю. У каждого что-то свое, но я больше вижу не одна сфера, а сразу несколько должны сложиться в красивый узор. Да, мои дорогие, будьте готовы, что какой-то выбор вам придется делать. И может быть в разных направлениях, разных сферах жизни. Что или кто появится неожиданно, что для вас внезапно будет. Какое-то решение, мои дорогие девочки, которое вам, скорее всего, придется принимать по части личной жизни. Мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни. Любовь, роза, которую изобразил Чиро Маркетти, говорит о том, что ну вот есть какой-то очень важный человек, и мы не можем так вот отмахнуться, сказать, а это показалась ерунда. Для кого-то это может быть даже знакомство. Почему нет? Столько арканов Солнца. Завершить одиночество. Почему нет? Опять же, выбор. Ну давайте еще дополним. Что или кто для вас внезапно, неожиданно, может быть и стремительно, с чем, с кем это связано. Ух ты, а вот у нас уже и пара. Вопросы, вот, наверное, как по Венере. Прекрасная конфигурация, пусть это начало лета, это июнь месяц. В июне у нас встречаются Юпитер, планета большого счастья, и Венера, планета малого счастья. Как и вопросы любви, личная жизнь, чувства, деньги, не без этого, Венера, так и по Юпитеру, поскольку провластная планета, оформление, бумаги, документы, на что я готов или готова, как я готова или готов глубоко окунуться, может быть, в отношения или в работу, в какой-то проект, и на какую дистанцию, как далеко я готов зайти. Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Перемены. Хотите или нет, перемены. Новые возможности, путешествия, какая-то поездка, которая либо вы летом отправитесь, а возможно вы задумаете куда-то переехать, возможно много каких-то мелких перемещений вам предстоит, скучать вам будет некогда. И, видимо, шаг за шагом, но где-то не сетуйте, потому что сама жизнь, сама ваша судьба пытается, как свежий ветер, свежую ноту в вашу реальность внести. Это точно. И для вас это, как, знаете, сила. Возрастает ваша сила. Да, договариваться придется. И вот про образ нашего эго-лев на короткой такой цепочке у прекрасной девы. Вообще это Солнце в Деве карта еще обозначает. Или вот как критическое мышление. Мы говорили где-то об этом, о задвоенной ситуации, да, в аркане лилии, ну или тут калы изображены. Вам решение какое-то предстоит. Однозначное вынести. Но для кого-то из вас это может быть страстная любовь. Я этого не исключаю. Хотя энергетика, как у мага. Когда все стихии в руках, ну оно и понятно, да? Поэтому вы очень ресурсные. Но и вы как притягиваете внимание, может быть, и противоположного пола. А может быть, так складывают для вас конфигурацию высшей силы, чтобы именно теперь, в течение лета, вы для себя с чем-то очень важным определились. Ну так и к чему же тогда приготовиться дальше? Ну и карта совет. Вот нечего сказать, правда? Карта любовь. Продолжение, как и взаимоотношений. Продолжение, говорит нам карта, тебе придется договариваться. Вообще счастье, любовь, радость идут в вашу жизнь. По крайней мере, пытаются войти. Может быть и договариваться придется, может быть и выбор кому-то очень сложный делать. Но добрая аура вашей судьбы пытается привнести как и счастье, так и радость, как и прояснение, ну, конечно, и новое качество жизни, добрые перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за ваши душевные комментарии, за вашу волшебную эмпатию, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.